Привет, друзья! Сегодня покажу, как приготовить обалденный сочный шашлык в духовке с маринадом, який я подсмотрел у шефа знаменитого армянского ресторана, и техника, яка придасть мясу румяную золотистую корочку и вкус костра, як с мангала. А вы присаживайтесь поудобней, с вами Мангалыч, сейчас все расскажу и покажу. Погнали! Для нашего шашлыка мы будем использовать, чтобы был сочный, вкусный, мы будем использовать свиную шею. Она у нас всегда с прожилочками, с такими жировыми. Она сочненькая получается, вкусненькая, мягенькое мясо получается, сильно упитые хорошо специи все, бере в себе. И мы ее будем сейчас использовать. Рецепт не тяжелый, простый. Маринады тоже почти что такие самые, как на мангале, только там чуть-чуть мы его усовершенствуем, чтобы оставить сочность, потому что духовка уже по-другому совсем работает, как мангал. И для начала нарезаем мясо. Мясо нарезаем так же, как для шашлыка, який готовим на мангале. Крупными кусочками, приблизительно 5 на 5. Можно чуть большими. Ну, чтобы граммовочка кусочка у нас получалась приблизительно, я думаю, грамм 50. От 50 до 70 грамм. Я режу мясо, такие мясо у нас всегда стандартно. Разрезаю на стейки. Сначала такие большие. Вот. И потом стейки уже разрезаю на кусочки, на порционные кусочки, какие мне нравятся. Сильно крупно резать не надо кусочки, потому что они будут долго прожариваться. Корочка у нас получится испортим. Сильно засушим верхний слой корочку, и она не сильно получится, не сильно вкусный, не сильно мягкий, не сильно сочный. И сильно мелкие кусочки не надо нарезать, потому что сильно мелкие кусочки у нас получится, мы их сильно засушим. Они сильно быстро приготовятся и засушатся. Кусочки все должны быть одинаковые, чтобы они все равномерно все подготовились. Вот, отрезал я стейк, вот такой кусочек, один отрезаем, вот такими кусочками. Вот. Если не получился кусочек, то можно его просто оставить на котлетки куда-нибудь использовать. А такие вот стейк, разрезаем его напополам, раз, сторонку, и делим цей кусочек вот так вот приблизительно на вот такие кусочки. Жирненькие, вкусненькие. Красота. И откидываем. Это большие, разрезаем тоже напополам. Вот одинаковые порционные кусочки. Можно использовать шпажки деревянные. У кого немає шампуров. Я такие шампурки нашел. Прикольные, маленькие. Для духовочки огонь будет. Ну, желательно, конечно, да, шампура, потому что шампура железные прогреваются в духовке. И мясо готовится не только снаружи, а и готовится, когда шампур прогревается железный, готовится еще и снутри. А так можно брать шпажки деревянные, любой длины. Их просто перед тем, как нанизывать мясо мы будем, замочить, можно просто помыть у водички, чтобы воды больше так не горели, а больше держали влагу. Так, друзья, мы взяли шейку, вона жирненька. Хто не любить жирного м'яса, можете взяти так стегно, любую часть свиную. Так само все маринується, все так само делается. Беріть м'ясо, яке вам нравится. Так, нарізали ми от наша шеєк. Тепер нам надо на кило 700, я думаю, приблизительно, лука надо нормально. Мы возьмем 3 такие вот луковички. Вот. Шашлычок любит сильно лучок. Потому что лук даст нашему мясу, отдаст весь свой сок. Выжимать лук, перетирать его на терку, це вообще делать сильно не надо. Мясо буде горчить, если сильно багато лукового сока буде. Его не надо. Мы будем мариновать приблизительно 3 часа, наше мясо будет мариноваться. Или оставлять на ночь. Это вообще будет супер. Я рекомендую, нарезаем просто вот так вот, полукольцами. Тоньше, полсантиметра колечки. И отложим в тарелочку. И так режем наши 3 луковички. Так, друзья, маринад практически такой самый, как и для мангала. Можете использовать то, что вам нравится, но я покажу, это мой из ресторана, самый бомбезный. Я когда-то его подсмотрел у своего шефа, когда работал в армянском ресторанчике. Он мне зашел, всем моим знакомым зашел, до сих пор так готовлю и поделюсь с вами. Так,
соль. На килограмм шашлыка, мяса мы добавляем 10 грамм соли. То есть сюда 17. Ну, я вам скажу, что проще, можно просто насыпать на глаз. Если вы не знаете, то используйте веса. Я насыплю на глаз. 17 грамм. Вот так вот. Есть. Сюда обязательно. Як же? Черный перчик. Добавляем. 2 грамма на килограмм. Или по вкусу. Як кому нравится, так и добавляем. Но черного перчика должно быть так хорошенько. Он придает обалденный аромат. Вот так вот. Есть. Перчик. Потом обязательно добавляем базилик сушеный. Если вы могли сами насушить дома, то це буде ще лучше, ніж з магазина. Ну я не насушив, следующий, це вже в цьому году посажу на дачу цей базилик, і там різних спецій, целу кучу, быстрее би весна. Хочу на даче готовить. Уже так соскучився за дачей. И буду тогда использовать свои специи. Розмарин попробую посажу. Так, не буду отвлекаться. Базилик сушеный тоже добавляем сюда. Также всех специй 2 грамма на килограмм. Ну или 3 щепоточки. Больших вот таких вот. 3 щепотки я добавляю. Вот. Красота. Аромат. Хоть и магазинный, но базилик вообще обожаю. Потом по-любому добавляем молотый кориандр. Посажу тоже. Посажу и кинзу на дачу. По-любому посажу. Попробую. Будет кинза. А кориандр делается из семечек кинзы. То есть мы будем тоже сегодня использовать кинзу. Тоже добавляем 3 щепоточки. Такие хорошие. 1, 2, 3. Есть. Обалденный аромат. И сладкую паприку. Но мы ее будем брать для нашего домашнего шашлычка. Копченую. Со вкусом копчености. Чтобы оно больше придало вкус костра. Вкусный запах. И золотистую корочку. Но багато не перебарщиваем. Паприка имеет свойство перегорать. И тогда мясо у нас получается с такими пригарочками. Тоже добавляем 3 щепоточки. Вот таких вот. И еще сюда мы добавляем, когда жарим на мангале, никогда не добавляю масло подсолнечное, а сюда мы добавим масло. Быстрее раскроются все специи, и мясо у нас будет получаться в духовке, когда будет запекаться, не будет так обгорать, не будет присушиваться, сразу возьмется пленочкой, сок останется в середине весь, вкуснота вся со специями, а верхушечка зажарится, корочка. Добавляем сюда приблизительно на глаз грамм 20. Вот так вот. Небагато. Берем лучок. Ложим сюда. Сейчас покажу, подождите секундочку. Вылаживаем. Почти весь чуть оставляем. И его хорошенько проминаем вместе с специями, с нашими, что наверху. Ничего перед этим не перемешивали. Так хорошенько проминаем. Чтобы лук пустив свой сок, який нам надо для сочности мяса. И хорошенько, вот так помяли лучок, чтобы аж вот так хрустел. И хорошенько вмешиваем. О, запах просто обалденный. Вот так хорошенько перемешиваем. Полностью. Мясо любит руки. Оно у нас туда все феромоны наши мужские попадают. Будет обалденно вкусный шашлык. Массажируем его хорошенько, чтобы полностью пропиталось, полностью все туда растворилось. Все, есть. Не прижимаем ничего. Можно еще вот так сверху лучка свеженького положить, чтобы он наверху тоже давал свой сок. Все. Есть. И накрываем крышечкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Желательно хотя бы 2-3 часика помариноваться. Но если есть возможность поставить на ночь, а еще на сутки, то будет вообще изюминка.
Так, отправляем мариновать, а я вам сейчас покажу, как приготовить вкуснейший соус, классный рецепт, самодельный сацебели. Так, друзья, для соуса мы купили томатную пасту, берите, какая вам нравится. Смотря сколько у вас будет людей, сколько вы хотите сделать пасты. Я сделаю вот так вот. На наш шашлычок 3 ложечки фаты. Томатная паста. Сюда добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Вот так. 1, 2. Есть. Потом 1 чайная ложечка сахара, чтобы нам сделать баланс, потому что томатная паста у нас кисленькая. Добавляем 1 чайную ложечку полную с горочкой сахара. Вот так можно чуть большенько. Чуть-чуть сольки по вкусу. Ну, вот так вот. На краешке ложечки. Вот так це ще буде багатовато. Вот так вот. Солька. Черный перец добавляем. Тоже по вкусу, друзья. Добавляем черный перчик по вкусу. Вот так вот. 1/3 часть ложечки чайной. Так, сюда обязательно добавляем хмели-сунели. Приблизительно тоже вот так вот. Чайную ложечку. Без горочки. 1 чайную ложечку. Хмели-сунели обязательно добавляем. И на любителя, кто хочет чуть-чуть поострее, добавляем чуть-чуть красный перец острый. Вот так вот. Чуть-чуть. Добавляем сюда водичку, чтобы сделать такую консистенцию, ну, як вам нравится, щоб такий був, як покупний, магазинний, наче. Не жиденький, не густий. И хорошенько смешиваем все наши специи. Водичка кипяченая, охлажденная у нас. Ну, любую питьевую водичку можно добавлять. Вот так. Вот такая вот консистенция. Так. Сюда добавляем 1 луковичку. Крышим мелким кубиком. И еще мы сюда сейчас добавим кинзу. Но если у вас немає кинзи или вы не любите, можете добавить петрушку, зелень. Так, добавляем сюда лучок. Лучка так хорошенько должно быть. О. Вот как отлично. Лучка как раз получилось. И берем кинзу ароматную. Ой, покажи, красивая какая. Раньше так не любив я цю кинзу, так вона мені воняла, як всі кажуть, ну, не нравится запах. Но когда поработал в армянском кафе, потом в грузинском, с грузином, блин, так это мне нравится, самая большая моя любимая, так бы сказать, зелень. Берем пучочек, такие небольшие, потому что мы еще будем добавлять в шашлычок остачу. Ну, моя Катька ще не пробовала, попробує кинзу. Сильно не буду перебарщивать. Так, есть. Мыем обязательно. Отрезаем вот такие стебельки. Они нам тут не надо. И крышим. Вот так, не сильно мелко. О. Вот так вот. О. Чуть-чуть зелени. А ну як запашок, Катюшечка? Огонь? Ну, ты не пробовала с мясом. С мясом это так вкусно. Це ж кінза, так би сказати, мать коріандра. Вона бомба.
Вот такие стебельки, так. Витамины. И смешиваем. Так, перемешиваем. Обалденный соус. Должен постоять. Чем больше постоит, тем лучше. Лучок пропитается, пустый сачок весь. Ароматно, вкусно будет. Но сейчас нам надо обязательно попробовать на вкус наш. И добавить сюда то, что нам не хватает. Я добавлю сольки. Смешиваем. Доводим соус до такого вкуса, який вам нравится. По соли, я имею в виду. Ну и по остроте, конечно же. И по густоте, и по всем. Доводим, пробуем. Отставляем в холодильник. Настаиваться. Вот совсем другое дело. Бомба. Соус. Хоть на хлеб мажь и ешь. Класс. О, друзья, соус готовый. Мясо маринуется. Нам надо 2 часика погуляться. Мы сейчас пока отставляем соус в холодильник, накроем его, чтобы не обветривался. И отправляемся на улицу, что я вам советую, за фруктовой веточкой. Вишенька, абрикоска, что у вас есть рядышком. Отсрываем одну фруктовую веточку. Расскажу дальше для чего. Так, друзья, прошло у нас 6 часов, мариновался наш шашлычок, сходили мы на улицу, вырвали такую веточку с абрикосы. Сейчас я вам все покажу, куда ее будем применять. Мы сейчас меленько наломаем на противень и будем ставить в духовку вместе с шашлыком. Она нам придаст, так как щепа вроде, дымок легенький, запах дерева фруктового желательно, зачем я скажу фруктовый, и обалденный вкус шашлика, такий як на мангалі. Щоб на веточці, дивимося, не було ніяких пер'їв від птичок, тому що птички гуляють, так желательно її сполоснути, щоб не було неприятних запахів. Отак. І меленько наламуємо, вона у нас буде потихоньку тлеть. Так, включили ми духовку на 230 градусів, поставили на розогрів. Поки я надену мясо все на шампура, духовочка наша прогреется. Так, противень мы подготовили. Опа, сюда ложим решеточку и нанизываем мясо. Ой, аромат. Вот наши шампурики такие, декоративные, я бы сказал, на их на мангале. Точно ничего не пожаришь, ну а может пожарить, сейчас испытаем их. Прикольные шампурики, интересные. Ну я мясо буду одевать полностью, до краев. Эта штучка мне не важна. Так, берем мяско, убираем обязательно лук весь и прошиваем аккуратненько вот так вот. Вот, кусочки. Ну, прикольно. По шампурайки. Отак, щоб нічого не висіло. Ну, так як я мангальщик, я вже одягаю професіонально, щоб нічого не висіло. А якщо ви не будете, буде щось висіти, все одно воно буде лежати у нас на решеточці. І нічого страшного. От так. Весь лучок убираємо, щоб він нам не горів і не делав горечь. Вот так, маленький пупсик сюда, раз, и готово. Оставляем маленькие такие, будем промежуточки оставлять, чтобы мясо запекалось равномерно со всех сторон. Ой. Вот так. Раз.
И еще мы запечем перчик сладенький. Я люблю перчик и остренький положим. Ну, его не обязательно на шампура одевать, можно просто на решеточку положить. Ну, маленькие оставляем промежуточки и ложим вот так вот наш шашлычок. И так одеваем наше все мясо. Так, вот сейчас еще осталось 3 кусочка, как раз одену на шампура, сюда добавлю, на основные мясные, и разравниваем вот так вот, прижимаем. Катюшка, покажи ближе. Вот так вот. Их пальчиками прижимаем, делаем промежуточки маленькие и разравниваем. И вот так сюда. И так добавляем по кусочку мяса еще. И как раз один шампур, что за шампура такие интересные, я даже не знаю, для кого они такие, для лилипутов, для якихось, для хоббитов маленькие, интересные, но прикольненькие. Можно, я говорю, на шпажках. Повторюсь, на деревянных шпажках готовить. Вот раз. И еще один сюда добавим. Как раз у нас получается. И на один шампур сейчас оденем сладкий перчик. Он тоже запечется. Классно будет. Вот так разравниваем. Все. Опа. Готово. Чуть-чуть подравниваем. Красота какая. Друзья, тут делаем промежуточки, чтобы мясо у нас было как на мангале. Не дотрагивалось сильно друг до друга. Вот тут промежуточки чуть-чуть делаем, чтобы отлично все получилось. Есть. И как раз один шампур. Сейчас мы оденем перчик. Так. Вот такой перчик у нас. Вот его. Вот так чуть-чуть навскосу. Можно так положить. Ну, сколько у нас шампурик есть, то мы его используем. А так, 2. 3. Ну, классно. Перчик такой. И остренький. Вот так я одену один перчик себе. Я люблю. И тоже ложим с краешку. Попками, наверное, туда в серединку больше. Такими хвостиками. Там температурка будет больше. И есть. Все. Готово. Так, друзья, прогрелась духовочка у нас 240 градусов. Выключаем режим прогрева 2 конвекции. Включаем обыкновенную просто, без ничего. Просто 240 градусов. Ставим на 10-12 минут. Потом будем доставать, переворачивать наш шашлычок. Ставлю я посерединке. Так, аккуратненько. Есть. Перчик можно подвинуть. Красота. И сюда под низ ставим наш противень. Под самый низ ставим, потому что у нас, чтобы дымок, який буде оттуда получаться, чтобы впитывался весь в шашлычок. Лучок убираем. Вот. Так, друзья. Готовилось 15 минуток. Сейчас попробуем. Вот так, отлично. Переворачиваем. Вот так, бомбочка. Перчик мы сейчас быстро так раз. Оп, и ручкой помогаем. Раз. И 2. Все готово. И быстренько ставим обратно. Так, друзья, перевернули шашлычок, перчики перевернули и оставили тоже максимальная температура 230-240 градусов и еще 10-15 минуток. А мы пока сейчас подготовим нашу подушечку, так сказать, и посыпочку для нашего мяса, чтобы красиво подать и вкусно кушать. Для этого мы используем опять же кинза у нас или петрушка. И крышим тоже не сильно крупно,
меленько. Средним таким. И лучок берем. Берем, если есть у вас маленькие такие луковички, будет четенько, чтобы не резать напополам, а чтобы сделать колечками. Вот такими вот. Тоненькими колечками. И крышим. Все хорошенько, зелень и лучок перемешиваем. Можно подсолить и добавить чуть-чуть сольки. Но я так не делаю, потому что лук начинает пускать сок. И тогда он некрасивый становится, меняет форму, такой мягкий. Я люблю, когда свежая, так зелень и цибулька. Вот так оно вкусненько. О, обалденно, сочно. А кто хочет, может и подсолить чуть-чуть. Так, друзья, до готовности осталось 3 минутки. Включаем конвекцию или гриль, если у кого есть. И на максималочках придаем румяную корочку. Друзья, вот и готово наш шашлычок. Посмотрите, о, красавчик какой, румяненький, пахнет просто бомба. Пахнет, я не скажу, что лучше, чем на мангале, но то, что вы сможете приготовить в духовке, это самое лучшее, что я бы сказал, что можно приготовить. Бомба. Пробуем. Шашлык с духовки от Мангалыча. А нежные, мягенькие. Все, больше ничего не надо, вот так вот. Лучок. Блин, Катька, я не ожидал. Красота. Кто не работает, тот ест. Огонь. Просто бомба. Еще капусточку такую замариновали. С капусточкой. Да под беленькую. И просто вкуснятина. Легко, просто, но вкусно. Друзья, огонь. Попробуй морковочку. Вообще кисленькая. Соусом надо попробовать. Ой, соус сацебели. Друзья, когда на улице минус 30, а шашлычка хочется, есть выход. Приготовить шашлык в духовке. Вкусно. Просто нема слов. Вкусно, классно, сочно. Вот посмотрите, сочность. Жирненький, классненький, обалденный. Шашлык, маринад, капусточка такая. Еще сделаю. Кому интересно, могу в следующем видео выложить, как мы сделали ассорти. У нас тут капусточка, лучок маринованный, яблочко, перчик, бурячок. Ну, короче, целая куча всего. Вкусно, хрустяще, прекрасно.
Я бы сказал, вот так вот можно себе порадовать и дома, не выходя на морозы. Ну, хотя хочется на природку сильно. Пожарить шашлычка уже на даче. Так что, друзья, поддержите лайками меня, пожалуйста, подписочкой. На следующих выходных хочу поехать на дачу, приготовить вам там свои блюда на мангале. Уже достало дома сидеть. Хочу на природку, без разницы те морозы. Думаю, погодка будет хорошая. Всем спасибо за просмотры. Люблю, целую. Мангалыч, до скорых встреч.